Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим паски, ведь без них не обходится ни один пасхальный стол. Уверена, что в каждой семье есть свой любимый рецепт сдобного теста для куличей или пасхальной выпечки. У меня этот рецепт тоже семейный. Так что досмотрите видео до конца, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, для сдобного теста мне понадобится 250 мл молока, 200 грамм сахара, 100 грамм сливочного масла, 100 грамм сметаны, 2 яйца и 1 желток, пол чайной ложки соли, 5 грамм сухих дрожжей, 650-700 грамм муки, ванилин, а также изюм, цукаты и сухофрукты по желанию. В первую очередь просеиваю муку. Теперь нужно сделать опару. Беру все 250 мл молока, что указано в рецепте, нагреваю до комнатной температуры, всыпаю дрожжи, 1 столовую ложку сахара и 2 столовые ложки муки из общего количества. Перемешиваю. Накрываю емкость пленкой и ставлю подходить в теплое место без сквозняков. Если дрожжи хорошие, то опара подойдет минут за 20-30. Если же вдруг процесс не пошел и дрожжи не проснулись, не переводите продукты зря. Возможно, ваши дрожжи не очень качественные или их срок годности прошел. Прошло 30 минут, и вот как подошла моя опара. Она вся покрылась пузырьками, это значит, что дрожжи начали свою работу и опара готова к дальнейшему использованию. Собьем яйца, желток и сахар до пышности. Добавим мягкое сливочное масло, сметану, соль и ванилин. Все продукты должны быть комнатной температуры. Хорошо все перемешаю. Теперь вливаем опару. Всыпаем примерно 400 грамм муки. Ставлю насадку крюк и вымешиваю тесто минут 10 на средней скорости. Муку я добавила не всю, поэтому тесто жидковатое. Если вы замешиваете тесто вручную, то воспользуйтесь лопаткой или венчиком. Вот такое тесто получилось после замешивания. Накрываю емкость пленкой и ставлю подходить в любое место, где нет сквозняков. Мне очень удобно ставить тесто на расстойку в духовку с включенной лампочкой. Примерное время 1,5-2 часа. У меня на канале есть плейлист пасхальной выпечки. Обязательно посмотрите. Кроме выпечки, вы сможете там найти несколько вариантов приготовления творожной паски. Ссылку на плейлист я оставлю в описании под этим видео. Я немного отвлеклась, и мое тесто чуть не убежало. С того момента, как я поставила его подходить, прошло 2 часа. Сейчас тесто нужно обмять. Беру из оставшейся муки еще грамм 250. Лучше пусть тесто будет чуть-чуть мягче, и оставшиеся 50 грамм муки добавлю непосредственно при формировании пасок. Сейчас вымешивать нужно минут 15. Тесто должно стать очень эластичным, гладким и хорошо тянуться. Вот до такого состояния нужно вымешивать тесто.
Оно очень пластичное, хорошо тянется и не липнет к рукам. Возьму емкость побольше, слегка смажу растительным маслом и выложу туда тесто. Затягиваю все пленкой и опять отправляю подходить в выключенную духовку. Примерно на час-полтора. У меня тесто подошло за 1 час. Вот такое оно получилось, легкое, воздушное. Выкладываю его на стол, притрушенный мукой. Изначально я думала испечь обыкновенные пасочки, но так как теста получилось немало, у меня возникла идея поделить его на 2 части. Из одной я сформирую традиционные паски, а с другой сделаю их в форме краффина, то есть слоеными. Я отделила 4 кусочка теста по 130 грамм и накрыла пленкой. Так как тесто для краффина делают слоеное, то понадобится дополнительно еще 50-70 грамм растопленного сливочного масла. И делать я их буду с цукатами и сушеной клюквой. Раскатываю тесто тонким коржом, смазываю маслом и посыпаю цукатами и клюквой. Вы можете взять изюм, курагу или сушеные ягоды, это уже на ваш вкус. Затем сворачиваю в тонкий рулетик, откладываю его под пленку и занимаюсь вторым кусочком. Когда все рулеты готовы, беру первый и разделяю его ножом пополам, не доходя пару сантиметров до края. Нож должен быть острым, чтобы края среза не слипались, а расслаивались. Беру один край рулета и начинаю его закручивать. Когда доходим до неразрезанного края рулета, заправляем его вовнутрь и продолжаем скручивать. Только старайтесь, чтобы все срезы были наружу, тогда будут отчетливо видны все слои. Доходим до верха и край заправляем в середину. Подправьте, если что-то неровно легло. Возьму 4 бумажные формы диаметром 7 см и высотой 8 см. Теперь кладем готовый краффин в форму и доделываю остальные. Пасочки краффины готовы. Отставляем их в сторону и сделаем обычные паски. Возьму одну формочку маленькую, как на краффины, и 2 побольше. Их диаметр 9 см и высота 8,5 см. Я приготовила изюм и курагу. Добавлю их в тесто и хорошо его вымешаю. Можно это сделать и до того, как вы разделили тесто на части. В большие положу по 300 грамм теста, а в маленькую 200. Желательно, чтобы тесто заполняло форму на треть, так как оно еще сильно поднимется. Все, паски сформированы, оставляем их подходить минут на 30. Паски подошли. Ставим их в духовку. Духовка прогрета до 180 градусов, верхний и нижний нагрев. Выпекаем примерно минут 40, но корректируйте время с учетом своей духовки. Готово! Посмотрите, как поднялись и подрумянились паски. Даем им остыть.
Обычно паски покрывают глазурью. Разновидностей ее много. Я же хочу приготовить сегодня глазурь на желатине. В ней не используются белки, и она не крошится при разрезании. Итак, для глазури я беру 100 грамм сахара, 40 мл воды, 3 грамма желатина, у меня это мерная ложечка, 18 мл воды для того, чтобы залить желатин, это 6 мерных ложек, и 5 капель лимонного сока. Заливаем желатин водой и даем ему набухнуть. Желатин всегда заливаем водой в соотношении 1 к 6, 1 часть желатина, 6 частей воды. Наливаем в сотейник 40 мл воды, всыпаем сахар и на среднем огне варим сироп. Нужно, чтобы весь сахар растворился. Сахар растворился, отставляем сироп в сторону и даем ему остыть минут 5-7. Желатин набух, и его нужно растопить. Лучше это сделать в микроволновке. Поставьте желатин в микроволновку и включите ее на 5 секунд. Затем выключите и перемешайте. Затем поставьте еще на 5 секунд. Не перегрейте его, а только растопите. Желатин готов. Начинаем его взбивать. Вливаем туда сироп и добавляем лимонный сок. Масса начинает светлеть и увеличиваться в объеме. Вот такая глазурь получается. Этим количеством можно покрыть 4-5 пасок. Если глазурь у вас загустела, то вы без проблем можете ее растопить в микроволновке, как и желатин, и снова покрыть ею свои паски. Можно просто окунать пасочки в глазурь, а можно намазывать ее лопаточкой. Делайте, как вам удобно. Для украшения я взяла курагу, изюм, вяленую вишню, орехи, пастилу, а также я пекла маленькие безешки разных оттенков и размеров для того, чтобы украсить свои пасочки по-разному. Видео, как я готовлю безе на французской меренге, вы можете посмотреть на моем канале. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Еще у меня есть сахарные шарики и сушеные цветы. Всем этим я сейчас буду и украшать свои паски. Крафины глазурью я не покрываю, они и так очень красиво смотрятся. Посмотрите, какие слои получились. Только придрушу их сахарной пудрой. Давайте разрежем и посмотрим, какие паски получились в середине. Обратите внимание, при разрезе глазурь не крошится и не опадает.
Вот такие пасочки получились. Пеките, фантазируйте, украшайте и получайте от этого массу положительных эмоций. И не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.